Здравствуйте, уважаемые участники нашей конференции. Меня зовут Милованов Игорь, я руководитель компании Protect&Feed, которая является дистрибьютором компании Volac Wilmar по продажам продукции. Сегодня выступят у нас два докладчика. Это РИЧАРД КИРКЛАНД, технический директор по кормлению, доктор сельскохозяйственных наук в университете Харпер-Адамс, Великобритания. И Нейл Биркет, директор по развитию компании Volac Wilmar. Если у вас есть вопросы к докладчикам, то вы можете внизу найти на панели управления вопросы и ответы. И можете написать вопрос к докладчикам. В конце каждой презентации я буду их зачитывать, и, соответственно, они ответят на эти вопросы. Меня хорошо слышно? Если есть возможность, напишите, пожалуйста, в чате или в вопросах-ответах. Хорошо. Сегодня начнем с Ричарда Киркланда. Также у нас переводчик Евгения Тумаева будет нам переводить. Можно начинать, Евгения, пожалуйста. Feel free. Well, please start, Mr. Richard. Okay, thank you, Igor. Can you now see my screen? Скажите, вы видите мой экран? Хорошо видно? Good. Okay. Good afternoon, everyone. Итак, всех приветствую. Всем доброго дня. I will be presenting this morning on some general topics in relation to use of fat and different fatty acids within the dairy cow sector. Сегодня утром я вам покажу некоторую информацию, освещу вопросы по кормлению, включению в пищевой рацион дойных коров жиров и жирных кислот. So I will look at some of the bigger aspects of fat nutrition, and then that will be followed up by Mr. Burkett, who will cover more specific individual fatty acid nutrition. Я начну, так сказать, в целом. Я освещу этот вопрос целиком, так сказать, глобально подойду, а потом уже после этого вступит господин Биркет и начнет вам объяснять некие уже тонкости подхода к включению жиров в рацион. Okay, so first of all, I will introduce our company, which is Volac Wilmar Feed Ingredients. Сейчас я хочу представить прежде всего нашу компанию. Это Volac Wilmar, это транснациональная компания. And we are a global company which is based in the UK, and it is a joint venture between the company called Volac, which is a family-owned British company, and Wilmar International, based in Singapore. Наша компания является глобальной, транснациональной. Собственно говоря, это сочетание компании Volac, она располагается в Великобритании, это семейное предприятие, и компании Wilmar, которая находится в Сингапуре. And the reason for setting up the company was solely to completely specialize in the whole area of feed fat ingredients for animal nutrition. Недавно эта компания приняла решение посвятить себя целиком вопросам производства специальных жировых компонентов для включения их в рацион животных. And we're very unique in this business because we're involved in all elements of the supply chain, both from raw material production right through to refining and processing to produce our own products. И это, так сказать, уникальное решение, и тоже и компания уникальна, потому что она участвует не только в продаже, но участвует на всей цепочке поставок. То есть начиная от производства сырья и заканчивая рафинированием этих жировых добавок, продаж, а также продаж. And we're very active in research on fat nutrition around the world.
and we can offer, we're probably the only company in the world who can offer completely unbiased advice from ourselves, which which is a research-based manufacturer. Мы очень много времени посвящаем научным разработкам. И именно эти исследования, которые проводятся по всему миру, делают нашу компанию настолько хорошо специализированной. Именно мы производим этот продукт, и именно мы способны дать вам совершенно объективное, беспристрастное мнение по поводу применения тех или иных продуктов. Это мнение, беспристрастная консультация от производителя и основано на научных исследованиях. So we do work with the leading universities around the world, particularly in the USA, and develop products based on what the latest research findings recommend for farmers. Мы ведем свою работу наряду с ведущими университетами по всему миру. Мы стараемся найти наиболее оптимальные решения для разработки самых лучших кормов, самых лучших добавок, которые основаны на новейших научных исследованиях. Okay, and to give you an indication of how large of how widely spread within the world we are, you can see some of our factories in this map. Для того, чтобы у вас было представление о том, насколько широко раскинулась деятельность нашей компании, я предлагаю вашему вниманию эту карту. Посмотрите, где расположены главные офисы, где расположены производства, заводы, фабрики. So the Volac Wilmar headquarters is based in Cambridge in the UK. Головной офис расположен в Кембридже, городе Кембридж, Великобритания. But we have production sites in Liverpool in the UK. А производственные мощности у нас расположены в городе Ливерпуль, также Великобритания. In India. В Индии. In 2 factories in Malaysia. 3 фабрики в Малайзии. We also have a factory in Indonesia. Также есть завод у нас и в Индонезии. And also we have another factory in China. А еще у нас есть завод в Китае. And we have various offices and refineries and stores in various other countries around the world. А также у нас есть несколько офисов, есть заводы по рафинации жиров и склады хранения, бункеры, тоже рассыпанные по всему миру. And when we're looking at fat nutrition, which is what this morning's presentation is about, we must remember that fat is an essential nutrient in every diet. Сегодня мы наше внимание посвящаем жиру. Вот он входит в рацион животного. Мы должны понимать, что это важнейшее питательное вещество в рационе коровы. So what we normally find with farmers is that they know how important fiber is, how important starch is, how important sugar, and how important protein is, but they very often ignore the importance of the nutrient, which is fat. Как правило, фермеры прекрасно осведомлены о ценности клетчатки, крахмала. Они знают, насколько важен сахар, насколько важен белок. Но как только речь заходит о жире, они могут упускать это из виду. So our starting point is very much fat is an essential nutrient in every diet. То есть это начальная точка, это очень важный момент в любом рационе. So fat is a very unique nutrient, and we can achieve things in diets with fat that we can't achieve with any other type of nutrient. Жир – это очень важный ингредиент. С помощью жира мы можем добиться таких результатов, которые мы не можем достичь ни от одного другого ингредиента. So first point, fat is the highest energy ingredient available, much considerably higher energy content than any other ingredient or nutrient that is available. Прежде всего, жир – это ингредиент с самым высоким содержанием энергии. Ни один другой ингредиент не может даже сравниться с ним. Никто и ничто больше не содержит энергии столько, сколько его находится в жире. And a key part of that is that it not only is it very high in energy, but it supplies that energy without increasing the acid load in the rumen. Но это не главное, не только единственное его преимущество. Да, он дает очень много энергии, одновременно при этом он не увеличивает кислотную нагрузку на рубец животного, то есть дает энергии без повышения кислотности. It's also a very effective nutrient at reducing heat stress in animals.
Также это очень эффективный ингредиент для снижения теплового стресса у животных. And also it will help to reduce the production of methane from dairy cows. And methane is a big factor in terms of energy loss from animals. Также он помогает снижать объем выделения метана, а в условиях производственных мощностей это очень большая потеря энергии. Вот так вот, именно применение жира помогает снижать выделение метана. And the big area then of interest for farmers is that we use fat to increase productivity, whether that be increased milk yield, increased milk fat, or improved cow fertility, for example. И что самое интересное для любого фермера, это повышение молочной производительности. Это касается как и повышения на удойности от каждой коровы, повышения количества жира в молоке, а также поддержание и повышение фертильности животного. But what we have to remember is that fat is not just a simple source of energy. Но что мы должны помнить, жир это не просто источник энергии. And what Mr. Burkett will look at in the second presentation will be the importance of individual fatty acids within total fat nutrition. Здесь есть одна тонкость, и мистер Биркет в своей второй презентации расскажет о том, как именно нужно применять отдельные жирные кислоты, как их комбинировать для достижения лучших результатов в рационе животного. Okay, and when we look at energy, first of all, of different ingredients, we see big contrasts in the energy available from different ingredients. Если мы посмотрим на этот график, мы увидим, какой объем энергии можно извлечь из разных кормов. Вот перед вами представлен целый ряд источников энергии. И взгляните, как контрастно выглядит при этом жир. So most of our standard ingredients, whether that be forage sources or digestible fiber sources, our cereal sources will have ME contents of around 10 up to 13 megajoules per kilogram dry matter. Вот если мы взглянем на первые 4 колонки, это может быть и грубый корм, и перевариваемая клетчатка, крахмал, сахар, в общем, любые виды зерновых кормов, они могут вам дать 10-13 мегаджоулей чистой энергии на сухое вещество. But when you compare that with something like Megalac, which is the rumen-protected fat, it has an ME concentration of over 33 megajoules per kilogram. So in other words, something like Megalac has an energy content of around 2.5 times higher than a cereal. Однако, если мы посмотрим на энергетическое содержание мегалака, а это именно защищенный жир, мы увидим, что он способен дать до 30-33 мегаджоуля на килограмм сухого вещества, что составляет 2,5 раза выше, чем у любого другого источника энергии. And there are different sources of energy available. So we're talking about fat nutrition today, but it's also important that we look at glucogenic sources of energy. Имеется множество различных источников энергии, вот разные ингредиенты, мы не будем забывать, но однако сегодня наша тема посвящена жирам. Но при этом мы не будем забывать о глюкогенных питательных веществах. So certainly cows also have a very essential need for glucose, especially in early lactation. Конечно же, корова испытывает острую потребность в глюкозе, особенно это касается начала ее лактации. And certainly around the world, supplements such as glycerol or calcium propionate or propylene glycol, for example, are very common supplements fed to dairy cows. Как правило, в мире стандартно применяют для покрытия этой потребности глицерин, пропионат кальция, пропиленгликоль. Вот это именно те стандартные добавки, которыми пользуются, как правило, все. And these supplements will have the effect of stimulating the production of propionate in the rumen, which will lead to increased glucose production. Применение этих добавок стимулирует выработку пропионата в рубце, который, в свою очередь, затем превращается в глюкозу. However, what we must remember is that these are very different types of nutrients or types of energy relative to fat. So these are not substitutes for one another.
Но, пожалуйста, не забывайте, несмотря на свою важность, эти ингредиенты не являются заменителем жира. Они совсем другие источники типа энергии. То есть они не могут его никак собой заместить. So it's important we don't get confused with the role of these glucogenic sources of energy and the lipogenic or fat supplement type of nutrients. То есть не дайте себя запутать, не перепутайте роль глюкогенных и липогенных питательных веществ. То есть для чего используется жир, когда жир используется в качестве источника энергии. So they can work very well together because the cows need both of these sources of energy, but we don't want to confuse that they are alternatives to each other. Они вместе покажут прекрасные результаты. Корова нуждается в обоих видах питательных веществ, и в глюкогенных, и в липогенных. Но не думайте, что их можно заменить. Их можно только комбинировать, потому что корове нужно и то, и это. So one of the key benefits I mentioned for fat is that it allows us to increase the energy content of diets, but without adding to the acid load in the rumen. Я упомянул ранее, что у жира есть ключевое преимущество. Он способен дать животному большой буст энергии, большой всплеск энергии, при этом никак не увеличивая кислотность. So when we look at different fermentation rates in the rumen, we see that sugars such as molasses are very rapidly fermented. Здесь, на этом слайде, представлена скорость ферментации разных ингредиентов. И если мы посмотрим на скорость ферментации патоки, мы видим, что она ферментируется в рубце очень быстро. Our cereals such as wheat and maize are slightly slower, more slowly fermented. Такие зерновые, как пшеница, кукуруза, они ферментируются медленнее. Whereas when you look at fat sources, fermentation is zero, so fats are not fermented in the rumen. А если вы посмотрите на скорость ферментации жира в рубце, то увидите, что она нулевая, потому что жир в рубце не ферментируется. So really important to remember that unlike the starch sources of energy that we get from cereals, fat is not fermented in the rumen. And of course, the problem is with fermentation in the rumen leads to production of acid and hence risk of acidosis. Вот поэтому мы себе запоминаем, что в отличие от крахмалосодержащих видов кормов, жир не ферментируется в рубце. И поэтому он, не ферментируясь, не повышает кислотность, что в свою очередь убирает риск ацидоза. So really the key point is that fat is very unique in allowing us to really increase the energy supply in diets, but without increasing the risk of acidosis. That is the key point. Вот в этом и заключена уникальность жира, то, что он способен дать корове прилив энергии, не повышая ацидоз, не подвергая ее риску ацидоза, вместе с тем сохраняя ее, так сказать, покрывая ее естественные потребности в энергии. And the other big area of interest, which is very unique to fat, is the effect on heat stress. Другое очень интересное действие жира – это уменьшение теплового стресса у животного. And if we look at some typical ingredients from the forage ingredients with very high levels of NDF down to very low or supplements such as palm oil with no fiber. И если мы посмотрим на эту таблицу, мы видим, что здесь приведены данные по кормовым ингредиентам. Некоторые из них богаты растворимыми волокнами, клетчатка растворимая в нейтральных детергентах. И вот мы смотрим, здесь у нас есть сено с очень высоким кукурузный силос, пальмовое масло показывает 0, потому что в нем нет волокон. And when we look then at the net energy value, as we move from the forage sources such as hay down through the cereals and down to oil, the level of net energy within the ingredients increases. Потом, следуя вниз по этой таблице, по третьей колонке, мы увидим количество высвобождаемой чистой энергии. Начиная от травяного сена и спускаясь вниз к зерновым, мы двигаемся в сторону пальмового масла, мы увидим, как количество высвобождаемой чистой энергии растет, растет и растет. And you do see then, because fat supplements have a high energy density, that there will be a high level of heat production associated with them.
При этом, что жиры способны дать очень большое количество чистой энергии, при этом увеличение выделения тепла сравнительно не такое большое. But the important thing is, whenever you look at the heat production per unit of net energy, that the use of fat supplements produces vastly less heat within the animal than all other sources of energy that we use in animals. А теперь взгляните на данные по выделению, по соотношению прироста выделяемого тепла и соотношение его с чистой энергией, получаемой из этого источника питания. Вы видите, что, двигаясь вот вниз по этой таблице, что пальмовая масса демонстрирует наименьший прирост выделения тепла, наименьшее соотношение. То есть дает много энергии, вместе с тем не нагревая животное. So this is a key aspect of nutrition that we see in various hot countries, because we can reduce heat production by the animal. And it's very common in hot countries that as we come into the hotter parts of the year, fat level within diets will be increased so that the animal produces lower levels of heat from her diet. Это очень важный момент, потому что если речь идет о жарких странах и просто странах с жарким климатом, тепловая нагрузка на животное уже очень велика. Вводя ей в рацион жировые ингредиенты, мы тем самым поддерживаем стабильность ее производства, вместе с тем не увеличивая тепловой стресс на животное. Это очень-очень важно. And we have some guidelines for fat requirements in diets. Есть некие руководящие указания по тому, как нужно закрывать потребности в жирах. And typically we will see for diets put together with forages and cereals, the total fat in the diet will be around 3 to 3.5% fat in the dry matter. Если мы возьмем стандартный корм, стандартный микс, куда включены и фуражные, вот эти грубые травяные корма, а также некие зерновые, вот все это мы перемешиваем, и, как правило, базовый рацион включает в себя жира 3–3,5% в пересчете на сухое вещество. And some of the guidelines that have been established, for example, are that 15 to 20% of the energy supply for animals should come from fat. Последние научные разработки, исследования показали, что где-то от 15 до 20% энергии должно приходить к животному из жиров. And another of the guidelines we use is that the amount of fat that we feed to the animal should equal to the amount of fat that the cow produces in her milk. Еще, конечно, научное исследование показывает, что корова получила жир, корова отдала жир. Она должна производить молоко определенной жирности, и поэтому она его съела, она его отдала. So if we look at cows in zero energy balance, then, for example, a cow producing 40 kilos of milk at 4% fat is producing 1.6 kilos of milk fat per day. And based on this guideline, then we should supply 1.6 kilos of fat in the animal's diet. Если мы возьмем теоретическую корову с нулевыми энергетическими потребностями для своего собственного организма, то все равно она, производя 40 килограммов молока жирностью 4% каждый день, она уже отдает 1,6 килограмма жира в день. And probably the simplest guideline we have is to look at the percent of dry matter. And estimates suggest that for very high yielding cows, we should be looking at 6% and possibly higher than 6% fat in the total dry matter. Ну, конечно, чем мы должны руководствоваться? Содержанием сухого вещества. Для высокопродуктивных коров, как правило, жир нужно увеличивать. Им нужно от 6 до 8% жира в сухом веществе, для того, чтобы они закрыли свои потребности и смогли скомпенсировать потерю жира в молоке. And when we're looking at high-yielding cows, we could be looking at requirements of 600 to 800 grams per cow per day of a fat supplement to meet the animal's requirements for fat. Как правило, если посмотрим, то потребности ее составляют от 600 до 800 граммов жиров в день, для того, чтобы просто закрыть свои необходимости. Okay, so some examples of the amount of fat within different ingredients. Здесь показано содержание жиров в разных ингредиентах кормовых.
So you can see that most of the standard ingredients, such as cereals and forages, e.g. corn and ryegrass, have very low levels of fat. So typically from less than 2 up to about 3% fat in the dry matter. Здесь показано, что разные виды кормов, начиная с грубого фуража и так далее, двигаясь, имеют различное соотношение жиров в своем составе. К примеру, возьмем вот пшеницу, у нее очень мало, там меньше 2% жира в ее составе. Дальше, если мы посмотрим, фуражи, ячмени какие-то, кукурузы, там тоже не такое большое содержание жира. And it's only whenever we look at some of the byproduct feeds, such as brewer's grains or palm kernel or distiller's grains, that we actually see much higher levels of fat of between 8 and possibly 12% or more fat in these ingredients. Совсем другое дело мы наблюдаем в побочных продуктах производства, пищевого производства, в пивной дробине, в пальмовом ядре, в темной борде, которая остается после производства крепких алкогольных напитков. Содержание жира уже сильно изменяется. Оно может составлять от 8 до 12% жира. So on paper, it is very easy to push up the level of fat in diets, but we have to remember that these fats are not rumen protected and will start to cause problems within the animal. Как бы здесь на бумаге очень легко понять, что вот если корова нуждается в большем количестве жира, давайте ей добавим, скажем, пивной дробины, там пальмовые ядра, темной борды. И все, это очень легко на бумаге. Но на практике мы должны помнить, что эти жиры, которые здесь содержатся, они не защищены от среды рубца. Because what we're looking at within a rumen is a scenario where we want to see a very healthy rumen, where we have lots of fiber and lots of bacteria able to break down that fiber. Заглянем в рубец животному. Что мы здесь хотим увидеть? Мы хотим здесь увидеть здоровую среду, достаточно сильные микроорганизмы, которые способны расщепить волокна, не подвергаясь каким-то негативным влияниям. However, if we simply add lots of oil into a dairy cow's ration, we will end up with lots of problems. Но если мы просто добавим в рацион животного масла, просто это сделаем, мы столкнемся с множеством проблем. So, for example, adding high levels of oil will physically coat the fiber, i.e. form an oil slick in the rumen. Простое добавление, введение масла в рацион животного физически покроет клетчатку, которая находится у нее в рубце, и тем самым оно образует как бы скользкую массу. That will kill lots of the rumen bacteria, and we will have therefore a reduction in fiber digestibility. Это просто убьет множество бактерий и тем самым снизит перевариваемость клетчатки в рубце. It can also bind with minerals such as magnesium, dragging them out of the rumen. К тому же это будет способствовать выведению магния, они будут просто вымываться из рубца. And we have the problem of what we call biohydrogenation, which leads to trans fatty acid production in the rumen, which has a very major negative effect on milk fat production. К тому же это приведет к явлению биогидрогенизации, то есть появлению трансжирных кислот, образованию их в рубце, что для дойных коров является порой фатальным. Это очень-очень нехорошо для них. So that was the main reason for developing the rumen protected fats back in the 1970s. And with rumen protected fats, we really mean supplements which don't interfere with fiber digestion. Именно это соображение стало основой для разработки в 1970-х годах жира, который не реагирует со средой рубца, который не вредит никак животному. So with the Megalac product, for example, you see here the Megalac granules, they're rumen protected. It allows us to increase the level of fat in the diet without causing any of the negative effects on fiber digestibility. Здесь на этом слайде представлен мегалак в гранулах, который способен, попав в рубец корове, увеличить жирность молока, покрыть ее энергетическими потребностями, вместе с тем никак не увеличивая кислотность в ее рубце.
Okay, and moving on then to look at some of the key effects of fat or the necessity for sufficient fat in diets, first of all on cow fertility. Двигаемся дальше. Здесь мы видим один из ключевых моментов необходимости потребления жира. Корове необходим жир для поддержания своей нормальной фертильности. So here we have a corpus luteum on an ovary. Здесь представлен яичник, на нем явно видно желтое тело. So we have our developing follicles, which end up as the corpus luteum following ovulation of the egg. Здесь также можно увидеть фолликулы, вызревающие фолликулы, которые затем превратятся в желтое тело, которое в свою очередь лопнет и произведет яйцеклетку. So we can have a big influence on fertility of the animal using fat nutrition because we're looking at the yellow body here, the corpus luteum, or yellow body, which is the site of progesterone production within the animal. Именно поэтому введение жира в рацион животного оказывает на него ключевое, решающее воздействие, потому что именно благодаря ему вырабатываются прогестероны и способно вызревать желтое тело. So, when we're looking at the importance of progesterone, we have very clear links established between the necessity for the animal to produce sufficient progesterone and the survival of embryos. Здесь на этой кривой представлено очень наглядно прямое влияние между уровнем прогестерона и выживаемостью эмбрионов, их приживаемостью, что одно с другим напрямую связано. So we know very clearly that there's at very low levels of progesterone production, the likelihood of embryo survival is very low. So there's a critical point of progesterone that we need to reach to maximize the likelihood of embryo survival. Именно из-за низкого содержания прогестерона в крови животного, как правило, эмбрионы не выживают. Мы обязаны обеспечить максимальную приживаемость эмбрионов. Именно поэтому наша задача обеспечить высокий уровень прогестерона. Вот видите, при нормальном уровне уровень, так сказать, вероятность приживаемости эмбрионов очень высока. And what's fairly clear when we look at data is that level of fat in diets has a very clear link with the production of progesterone by the dairy cow. Именно в этом заключается уникальность жира, потому что он напрямую влияет на продуктивность коровы и на ее фертильность. То есть прогестерон напрямую, жир завязан на прогестерон, вот, и они обеспечивают вам нужное качество стада. So this is some data from the Professor Garnsworthy at the University of Nottingham in the UK, and looking at increasing the percent of fat in the diet from 3.5% up to almost 6% of the dry matter. Эти данные были любезно представлены профессором Трансворти. Он показал прямое влияние между уровнем потребляемого жира и фертильностью и продуктивностью стада. При этом он изменял от 3,5% до практически до 7%. And this was achieved by increasing the level of megalac in this diet from 0 up to around 550 grams per day. И это было достигнуто путем введения мегалака от нулевой отметки до 550 грамм в день. And you can see very clearly as we increase the level of fat in the diet closer to requirements of the animal, you see a linear increase in the animal's production of progesterone. И здесь видна очень хорошо, очень наглядно представлена кривая зависимости между потреблением жировых ингредиентов и естественным производством прогестерона в крови животного. And it's estimated that around 25% of cows simply don't get back in calve because they don't produce sufficient progesterone. Вполне понятно, что приблизительно до 25, до четверти всего стада коров не могут вернуться обратно в свой продуктивный цикл, фертильный цикл, только потому, что у них не вырабатывается прогестерон. So this is a key aspect of ensuring we meet the fat requirements of dairy cows' diets.
И именно поэтому мы обращаем такое внимание. Это ключевой момент, почему нужно закрывать потребности коровы в жире. Okay, and one of the problems or the challenges that we have as we drive cows to produce more and more or higher and higher levels of milk production is that we have a negative effect on the progesterone levels or concentrations in the animal's blood. Однако, как говорится, это палка о двух концах, и мы, стимулируя корову работать больше прогестерона, можем столкнуться с некоторыми вызовами в этой области. С одной стороны, да, мы пытаемся ее сподвигнуть на такую выработку интенсивную, но с другой стороны начинаются другие проблемы. Сейчас я расскажу, какие. Because as we push animals to produce more and more milk, they then consume higher levels of dry matter to supply the nutrients for that milk. Мы пытаемся сделать из коровицы высокопродуктивную. Мы, так сказать, подбадриваем ее давать все больше молока. Мы даем ей как можно больше сухого вещества в корме. And as cows consume more energy or more nutrients, then they get a higher blood flow to the digestive tract, which then results in a higher blood flow to the liver to metabolize those nutrients. Мы даем корове больше питательных веществ, больше сухого вещества. Из-за этого ее кровоток очень интенсифицируется, он приливает к пищеварительному тракту. Также он идет к печени для того, чтобы метаболизировать полученные питательные вещества. And the problem is that as blood flows through the liver actually metabolizes both the estrogen and the progesterone, resulting in low concentrations of estrogen and progesterone, and therefore lower levels of fertility. Но проблема в том, что печень при этом она еще и перерабатывает эстроген и прогестерон, то есть она метаболизирует все. Это ведет, конечно, к падению концентрации эстрогена и прогестерона в крови, что в свою очередь приводит к уменьшению концентрации этих гормонов. So that's one of the key reasons we must supply sufficient fat in the diet, because we want to supply fat as the building blocks to increase the circulating progesterone concentrations in the animal to try and improve fertility. Вот именно поэтому ключевым моментом здесь является добавление жира в рацион животного, потому что мы хотим, чтобы жир к ней поступал и являлся кирпичиками, из которых строится тот же самый эстроген, прогестерон, чтобы они, эти гормоны, нормально циркулировали в крови животного. And when we look around the world, we really see, in terms of specific fat supplements, that most fat supplements in the world will fall into one of four categories. Если мы посмотрим на мировой опыт, так сказать, посмотрим широким взглядом на весь мир, мы увидим, что, как правило, жир, который вводит в рацион животному, относится к одной из показанных 4 категорий. So the biggest group will be the calcium salts of palm oil. Самой большой категорией является соли кальция. Это пальмовое масло. Which is, for example, the Megalac product. Но то же самое сюда относится и мегалак. And you see here a balance of around 50% palmitic acid, and the second main one being oleic acid at 36%. Взгляните на соотношение. Самую большую долю, почти половину, здесь занимает пальмитиновая кислота. Вторую пальму первенства, так сказать, держит олеиновая кислота, 36%. And then the second major group of sales around the world will be the high C16 products, which are typically a minimum 80% palmitic acid. Второй категорией, которая применяется по всему миру, является фракционированный высокий S16. В нем пальмитиновая кислота содержится от 80 до 85%. So, for example, we have our mega fat range of products within this category. К примеру, мегафат у нас тоже входит в эту категорию. And then the other two smaller categories of sale of products around the world are the hydrogenated palm products and the triglyceride-based products with slightly different fatty acid profiles again. И далее у нас не такие распространенные категории, это просто гидрогенизированный жир, как правило, тоже пальмовый, но видите, в нем содержание пальмитиновой кислоты 50. И последние – это жировые ингредиенты на основе триглицеридов, где содержание пальмитиновой кислоты тоже приблизительно 80%, где-то так. And Mr. Burkett, in the next presentation, will look at the key importance of individual fatty acids, particularly the palmitic
and oleic fatty acids in dairy cow nutrition. Сейчас меня сменит господин Биркет и расскажет вам о важности и отдельных жирных кислот, а именно пальмитиновой кислоты и олеиновой кислоты, насколько они важны в рационе животного. Okay, and Вопросов? Some questions, Mr. Richard. Спасибо, Ричард, за презентацию. Thank you very much for your presentation. Участников вопросы. Well, and the participants want to ask you several questions. okay. Да, конечно. Первый вопрос – это влияние защищенного жира на синтез молочного жира. Well, what is the influence of the protected fat for the synthesis of the milk fat? What is the influence between them? What is the Can you say again, what is the influence of protected fat for the synthesis? synthesis of milk fat? Yes, yes, of Okay. milk fat. Mhm. Yes, well, primarily, Mr. Burkett will cover more of that in his presentation, but Ну, это primarily, больше расскажет господин Биркет. Это освещено в его презентации главным образом. we will, when we're looking at milk fat production, we will be looking at products with higher levels of palmitic acid. So if you're a farmer who's specifically interested in increasing milk fat percent or milk fat production per day, then you will look at a product more in this type of product with the higher levels of palmitic acid. Если вы заинтересованы в повышении жирности вашего молока, то, конечно же, в главном областью интереса будет пальмитиновая кислота. Если вы фермер, вам нужно повысить эту жирность, нужно именно обращать внимание на пальмитин. So we should be choosing the supplement that we use or the blend of supplements we use based on the requirements of an individual farm, because different farms will have different challenges. It may be low milk fat, it might be poor fertility, it may be that we want higher levels of milk volume production, and we will base the recommendations on the fatty acids we feed based on the individual requirements of a farm. Так сразу порекомендовать мы вам не можем, потому что на каждой ферме есть свои собственные индивидуальные требования. Кто-то хочет повысить жирность молока, у кого-то просто не хватает объема молока, у кого-то очень плохая фертильность у коров. Вот, в зависимости от проблемы, которую хочет решить фермер, мы можем посоветовать вам состав, профиль этого корма, профиль жирных кислот. Но это всегда индивидуально. So I think it's important too that people recognize, you know, as a business, we don't just sell fat supplements, we sell fatty acid nutrition, because our advice on fatty acid nutrition will depend on what the particular farmer is trying to achieve on his farm. Вот поэтому я бы хотела еще раз подчеркнуть, что мы не продаем жиры, мы предлагаем жирные кислоты, каждая из которых способна решить какую-то отдельную проблему. А так как проблемы у всех разные, подходить к этому тоже нужно по-разному. Еще вопрос. Вот в хозяйствах применяются корма, в которых присутствует естественный жир в сенажах, в силосе, в зерне, в жмыхах. Какое количество жира может безопасно применяться в составлении рациона? Well, Mr. Richard, some farmers use the natural fat-containing feeds, for example, forages, cakes, something like this. Well, and they contain the natural fat already. How can we define the level of the safe introduction of fat? What is the upper level? We don't want to overdo. Yeah, I think from what we know from research, that really a rumen will start to have problems when we add increase the fat level above around 3.5% fat in the dry matter of a ration. When you get above around 3.5%, you will start to cause problems in the rumen unless you use a rumen protected fat. That is kind of the cutoff where you need to start being really careful with how much fat is in your diet and how the level of fat is achieved. Да, вы совершенно правы. Здесь, если у вас есть естественное содержание жира в вашей корма, здесь нужно быть очень осторожно, потому что количество корма, естественного жира в корме не должно превышать 3,5%. Как только этот порог превышается, сразу начинается проблема с рубцом. Если вы используете незащищенный жир, то будьте крайне-крайне осторожны. Этот порог просто нельзя пересекать. Вот что же касается защищенного жира, здесь немного другое. So what we see in many countries around the world, we do see
perhaps up to 5% fat in diets, and we see high starch levels. But a lot of the fat will be coming from rumen-active oils, such as brewer's grains, for example, with high levels of oil. And that combination of high levels of free oil as we call it, not rumen protected, in combination with high levels of starch will really significantly reduce milk fat production. That will significantly reduce milk fat percent. So we have to be very careful with fatty acid nutrition in terms of how much fat we feed and where the fat is coming from in the diets. Да, вот здесь действительно парадокс. Мы наблюдали в мире такие явления. Представьте себе, коров кормят кормами с высоким содержанием крахмалистых веществ. Там может быть и всякие жмыха, там может быть и борда. В общем, содержание жира в сухом веществе доходит до 5%. До 5%. Представьте себе. И это очень сильно влияет на количество жира в молоке. Жирность молока начинает падать. И поэтому нужно крайне внимательно следить, какой процент натуральных жиров находится уже в ваших кормах. Спасибо, Ричард. Последний вопрос. Thank you. The last question, please. Как, по-вашему, влияют на выделение тепла другие энергетики? Пропиленгликоль, глицерин. What's about the other energy supplements? For example, propylenglycol, glycerol, how do they influence on the heat extraction, on the heat stress? Well, they won't really benefit heat stress. The only nutrient really which will have a significant reduction in, or will lead to a significant reduction in metabolic heat production in the animal is fat production, and that's fatty acids, because fat is a very simple nutrient and it needs very little metabolism within the animal, and the less metabolism, the less heat production there will be, because the harder it is for a dairy cow to digest and process and metabolize a nutrient, the more heat production there will be. So as a way to reduce heat stress, then that's not something that we'd look at for the glucogenic sources of energy. That's a different mechanism. But still, do they increase the heat? They will be similar to other ingredients. They won't reduce it. Fat will be really the only nutrient that you can increase energy supply without increasing heat stress, but actively reduce it. You won't get that with the for example, the propylene glycol. That's a different type of nutrient. Сейчас я переведу. Господин Ричард говорит, что да, пропиленгликоль, глицерин, это действительно, они способны, это немножко другое. Они не так сильно влияют на тепловой стресс животного, то одновременно при этом жир никак не влияет, потому что в нем нет волокон, и при расщеплении оно не дает такого количества тепла. Well, Mr. Richard, but do propylenglycol or glycerol affect the animal in terms of the heat? Not really, not any more than a typical cereal. For example, any starch, if you feed wheat or barley, for example, it will have similar effects on heat production within the animal to things like propylene glycol. So they won't differ very much from a standard starch source. The reason you use something like propylene glycol is to supply glucose for the animal in early lactation. So we're looking at different mechanisms or different reasons for feeding those nutrients. So we shouldn't get confused with what we're talking about here. We use things like propylene glycol or glycerol, calcium propionate to supply glucose for the animal in early lactation. In terms of heat stress, it will be very similar to other standard starch sources of energy, such as cereals. Да, влияет, но не больше, чем другие крахмалосодержащие ингредиенты. Так же, как и ячмень, так же, как и кукуруза, такое же самое влияние. Да, мы вводим животным в их рацион пропиленгликоль или
глицерин. Да, мы все это делаем, конечно, но, пожалуйста, не путайте, это совершенно разные вещи. Мы их вводим потому, что у коровы есть потребность в глюкозе, мы ее закрываем. Вот. Ну а так, сам по себе и пропиленгликоль, и глюкоза, глицерин выделяют не больше тепла, чем другие зерновые корма. So I think just to finish on that point, it's just, we need to remember that fat and those glucose sources are not substitutes. They can be complementary because we need the other ingredients can help to supply glucose, which the animal needs, but we use fat to supply the fat needs of the animal, the fatty acid needs of the animal. But the additional benefit of fat is that it won't increase the risk of acidosis, and it will actively reduce the heat stress on the animal, so less metabolic heat production. Я думаю, что на этой ноте я завершу свое выступление. Мы не должны путать роль жиров и глюкозы. Они друг друга взаимодополняют, но не взаимозаменяют. Вы можете добавлять жир для того, чтобы дать корове достаточно энергии без риска развития ацидоза и для снижения теплового стресса. То есть нужно работать всегда комплементарно, сочетать и глюкогенные, и липогенные ингредиенты. Да, тут еще вопросы есть, но давайте тогда, Нейла, презентацию послушаем. We've got several more questions, but now we offer to listen to Mr. Nail's presentation, and after that return to those questions. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо, Ричард. Thank you, Mr. Richard.